Хладнокровный, безжалостный, без капли эмоций. Таким мы увидели с вами палача Шахзаде Мустафы Махмуда Агу, безропотно выполняющий всю грязную работу по приказу членов Османской династии. Зал Махмуд оставил в душе у зрителей сериала самые неприятные чувства. Кроме прочего, образ, который подобрали режиссеры, был крайне точен. Ничего, кроме неприязни, он у нас не вызывал. Но был ли такой человек в истории? Правду ли нам показали в сериале, что существовал такой человек, который нанес решающий удар по судьбе Мустафы и лишил его жизни? Неужели, как утверждают историки, Махмуд Ага не только не стал изгоем в эпохе за такое деяние, но и дослужился до самых верхних границ, а также стал законным зятем султана Селима. Зачем это сделал Селим, которого вообще странным образом сопровождали довольно противоречивые поступки? С одной стороны, Селим спасает Махидевран, вопреки памяти Хюррем. С другой стороны, отдает свою любимую дочь замуж за палача своего брата Мустафы. Сейчас все узнаем. Привет, друзья! Вы знаете меня, я автор канала Империя. Сегодня у нас интересный вопрос, в котором нам предстоит хорошо разобраться. Зал Махмуд Ага действительно существовал в истории османов, но только вот впоследствии, после казни Мустафы, он получает статус гораздо выше, чем просто Ага. Махмуд становится пашой, то есть ему присваивают довольно высокий титул. Вообще хочу заметить, что о ранних годах Махмуда мало что известно. Кто он, откуда родом и как попал в Османский дворец. Есть информация о том, что мужчина был боснийцем и прошел систему свержения, будучи еще ребенком. Свое прозвище «Зал» мужчина получил уже после того, как Мустафа был убит. Слово «зал» имеет 3 разных значения, и в них оно означает жестокая мощь, старик и жестокий. Возможно, есть и другие значения, мне пока неизвестны. За какие такие заслуги ему дали такое прозвище, тоже не ясно. Однако понятно одно: Махмуд был жестоким человеком и, вероятно, довольно сильным физически. Изначально, после окончания школы при дворе, Махмуд был агой и входил в корпус Бустанджи-Баши. Говорят даже, что он был его братом. Кто не знает, Бустанджи-Баши – это глава султанской охраны. Кроме прочего, ему приписывают должность главы дворцовых палачей. Действительно ли Махмуд нанес решающий удар по жизни Шахзаде Мустафы? Именно так и было в истории. Однако никаких исторических подтверждений тому нет. Об этом всего лишь чаще всего пишут сами историки. Более того, в те времена ходили слухи, что Мустафа и Махмуд были знакомы, причем близко. Когда на Шахзаде напали 7 палачей, которые никак не могли с ним справиться, Мустафа увидел Махмуда и закричал ему «Спаси меня!», наивно полагая, что тот пришел к нему на выручку. Но сын Сулеймана жестоко ошибся. Именно знакомый ему человек и довел начатую казнь до конца. Через некоторое время после казни Шахзаде Махмуд входит в совет дивана и становится 5-м визирем Османской империи, но уже совсем скоро получает титул 3-го визиря. В народе про него ходили слухи, что Махмуд сделал свою карьеру на жестоком убийстве Шахзаде Мустафы, за что, как мы понимаем, в народе его совсем не любили. По записям Эвлия Челеби, Махмуда преследовали призраки казненных им людей, особенно Мустафы. В какой-то момент он попытался замолить свои грехи и решил построить мечеть, обратившись к Синану. Но архитектор, который по-своему любил Мустафу, отказался выполнять его просьбу. Однако зал поддержал Селима в его борьбе за трон. Когда Селим стал султаном, то повысил Махмуда и призвал к себе Синана. Со словами «Я знаю, что ты сейчас особо ничем не занят, приказываю тебе построить мечеть залу Махмуду Паше». Великому архитектору ничего не оставалось делать, как исполнить волю повелителя. Таким образом, до наших времен дожила величественная по внешнему виду мечеть зала Махмуда Паши.
Говорят, что долгое время люди в нее не ходили и не молились. Память об убитом Шихзаде. Видимо, Селим очень доверял этому человеку, а тот, в свою очередь, продолжал хорошо делать для него все самые грязные дела. Так это или нет, мы не узнаем, но сам по себе факт того, что султан отдал ему в жены свою дочь, внучку Сулеймана, говорит о многом. Для Шах-Хубан, дочери Селима, это был третий брак. В нем она родила двоих сыновей. История указывает на то, что, женившись на османской принцессе, Махмуд сильно изменился, а про их любовь можно было писать стихи. Говорят, что любовь этих двух людей была настолько сказочно красивой и сильной, что скончались они в один день. На момент смерти Махмуду было 50 лет, а Шах-Султан – 33. Ходили слухи, что зал Махмуд-паша перед смертью начал сходить с ума, каждый день видя лицо Мустафы. Он не мог есть, пить от навалившейся на него хандры, а умер от туберкулеза, но это только домыслы. Роль Махмуда досталась известному турецкому актеру Суату Карауста. Он родился 23 августа 1973 года. Сейчас Суату 48 лет и 38 лет на момент съемок сериала. Окончил театральный факультет университета Анкары. Сниматься в кино начал в 1993 году и на сегодняшний день снялся в более 15 фильмах и сериалах. В последнем нашумевшем сериале «Барбаросса. Меч Средиземного моря» актеру досталась роль султана Фатиха Мехмеда. Суат не женат, у него нет детей, и он не ведет социальные сети. Возможно, именно поэтому я практически не нашла его личные фото в сети. Может быть, у кого-то есть другая информация. Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Пожалуйста, не грустите, не пропускайте главное. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых историй. Увидимся в наших следующих роликах. Спасибо, что смотрите.